Всем привет! В этом ролике разберемся, куда вложить деньги. Я расскажу про 8 актуальных способов инвестирования, среди которых выделю наиболее доходные, так как рост инфляции в прошлые годы заставил нас искать новые способы вложения денег, чтобы постараться сберечь их, а по возможности их увеличить. Многие люди предпочитают надежные банковские депозиты, хотя процентные ставки на них, как правило, не превышают уровень инфляции. Другие же в качестве альтернативы выбирают инвестирование в более рисковые инструменты, такие как акции, криптовалюты и другие. В этом ролике не рассматриваются инвестиции в иностранной валюте и ценные бумаги зарубежных компаний. Также не будем учитывать вложения в недвижимость, иностранные фонды и так далее, в силу отсутствия актуальности либо уже низкой доходности от инвестирования. Почему мы выбрали именно те или иные способы инвестирования и исключили другие, вы узнаете, досмотрев это видео, так как разберем варианты вложения денег с примерами и цифрами. Итак, начинаем. В условиях высокой инфляции как в рублях, так и в иностранной валюте акции представляют собой одну из немногих возможностей для инвестора не только сохранить свой капитал от девальвации, но и получить возможность заработать. Следует помнить, что потенциал акций как источника доходности обычно проявляется на долгосрочном горизонте, в пределах 3-5 лет и даже больше. Учитывая геополитические факторы, российский рынок акций с начала 2022 года снизился почти на 50 и более процентов. Это означает, что акции ведущих компаний российской экономики сейчас можно купить со скидкой по сравнению с их фактической стоимостью, хоть уже и некоторые голубые фишки значительно отросли. Такие возможности для долгосрочных инвесторов представляются нечасто, поэтому их нужно использовать по максимуму. Например, можно вспомнить 2008, 2014 год и 2022. Итак, способы инвестирования, которые мы считаем наиболее актуальными на этот год. Вариант первый – вклад в банки. Банковский вклад на определенный срок, также известный как депозит, является безопасным инвестиционным инструментом, который может быть доступен даже для инвесторов, только начинающих свой путь в мире финансов. Это предполагает вложение денег с целью получения стабильного пассивного дохода, и для этого не требуется обладать специальными знаниями. Просто клиент передает свои средства в банк на депозит и получает проценты. Ставки по банковским депозитам могут различаться по размеру и срокам. На данный момент средняя процентная ставка составляет около 10-12% годовых, то есть на момент записи этого ролика. Проценты по вкладам при долгосрочных вложениях, которые не предполагают возможность частичного пополнения или снятия денежных средств, обычно бывают выше. Актуальность доходности вклада нужно дополнительно уточнять. Например, в начале 2022 года в России доходность по банковским вкладам достигала 22% и более. И это в самых крупных банках. В других менее надежных банковских организациях ставки были еще выше. Срок размещения депозита может быть разным, от 1 месяца до нескольких лет. Отмечу, что условия, в том числе срок, ставка и так далее, могут отличаться. Однако для краткосрочных депозитов, чей срок не превышает полугода, ставки, как правило, выше. Например, сейчас, то есть на момент записи ролика, у таких крупных банков, как Сбербанк и ВТБ, самая большая доходность от вкладов на срок от 3 месяцев до года. Опять же, ситуация по доходности, срокам и условиям всегда меняются. Актуальность нужно дополнительно уточнять. Сделать это можно в приложении банка, официальном сайте или в отделении самого банка. Сумма, которую можно разместить на депозите, зависит от типа вклада. Например, накопительный счет можно открыть с суммой от 1 рубля. Накопительный счет представляет собой гибрид счета до востребования и депозита. Доход по нему практически такой же, как на обычном депозите. Но деньги можно частично снимать с условием, что на счете остается определенная минимальная сумма, которая оговаривается заранее при открытии такого счета. Выплаты процентов могут осуществляться в разные периоды, ежемесячно, раз в квартал или по истечении срока. Банки обычно предлагают разнообразные варианты линейки вкладов, чтобы каждый клиент мог выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того, есть возможность капитализации процентов, что позволяет еще больше увеличить свой доход. Однако важно понимать, что банковские депозиты, несмотря на свою безопасность, не являются инструментом для быстрого и большого заработка. Особенно если сумма, которую вы собираетесь вложить, небольшая. Такая сумма может оказаться неэффективным для получения значительного дохода, особенно на фоне растущей инфляции.
Согласитесь, 10% в год от ваших 50 тысяч рублей не сделают погоду. Преимущества банковских депозитов включают в себя систему страхования вкладов, которая гарантирует возврат средств до почти 1,5 миллиона рублей со стороны государства, и при этом эту сумму государство планирует увеличить. Также банковские депозиты предоставляют регулярный пассивный доход, что делает их привлекательным для начинающих инвесторов. Важно отметить, что депозиты представляют собой инструмент с минимальными рисками и низким порогом входа. Иногда банки предлагают специальные условия, такие как повышенные ставки для зарплатных клиентов или пенсионеров. Инвестировать в депозиты могут все граждане старше 18 лет. Итак, второй вариант – это инвестиции в акции. Акции – это доля в компании. Для новичков акции могут показаться сложными. Поэтому мы записывали специальный ролик о том, что такое акции, какие акции бывают и так далее. Советуем не лениться и обязательно посмотреть его. Чтобы торговать акциями, нужно открыть брокерский счет или счет в банке с брокерской лицензией. Кстати, в описании к ролику мы привели брокера с достаточно выгодными условиями. Итак, вы можете заработать на акциях двумя способами. Первое – получать дивиденды, это часть прибыли, которую компания выплачивает акционерам, или продавать акции дороже, чем покупали. В других словах, вы можете получать дивиденды или торговать акциями и зарабатывать на колебаниях их цен. Хотим отметить, что доход от акций облагается налогом, сейчас это 13%. Но размер налога можно уменьшить, открыв индивидуальный инвестиционный счет – ИИС. Инвестирование в акции выгодно по нескольким причинам. Первое. Такое вложение позволяет снизить риск, получая пассивный доход от дивидендов, или использовать высокорисковые способы торговли ценными бумагами, чтобы увеличить прибыль, например, покупая акции второго эшелона и так далее. Второе. Минимальная сумма для начала инвестирования – это 1000 рублей, но для начинающего инвестора оптимальная сумма в 50 тысяч рублей. Третье. Потенциал заработка при торговле, то есть трейдинге, почти не ограничен. Но для этого нужно разбираться в биржевой торговле и иметь понятие о диверсификации портфеля, риск-менеджмента и так далее. То есть это непростой способ заработка денег, и это важно помнить. Однако у акций есть и недостатки. Вы можете заработать много, но также быстро и легко потерять все свои деньги. Примеров потерь, а точнее слитых депозитов клиентов на фондовом рынке масса. Начиная с неудачного выбора брокера, заканчивая банкротством и делистинга акций компаний. Второе. Цены на акции могут меняться в течение года, месяца и дня, что делает их прогнозирование сложным. Иногда компании могут также не выплачивать дивиденды, даже если у них есть прибыль. Это решение принимает совет директоров. Прошлые выплаты дивидендов не гарантируют будущее. Инвестирование в акции – это высокорисковый инструмент, поэтому начинать следует очень осторожно. Желательно с небольшой суммы денег, изучая понятия и принципы работы фондового рынка. Настоятельно не рекомендуем брать акции в кредит, так как это может привести к большим потерям, если стоимость акций упадет, а точнее, если цена пойдет не в вашу сторону. Например, если вы воспользовались деньгами брокера, чтобы купить акции, и их стоимость упадет, вы рискуете потерять не только акции, но и свои деньги. Если бы вы использовали исключительно свои деньги при покупке акций, то могли бы дождаться роста и получить прибыль. Итак, третий вариант инвестирования – облигации. Облигации – это как заем, когда вы даете деньги компании или государству, и они вам возвращают с процентами. Доход может быть периодическим, это купонный доход в виде процентов. Другой вариант дохода по облигациям – это дисконт, то есть ситуация, когда облигация размещается дешевле номинальной стоимости, а гасится по номиналу. Встречается и смешанный вариант, то есть когда облигации с купонами могут размещаться с небольшим дисконтом. Как правило, купонные облигации выпускаются на долгий срок, а дисконтные – краткосрочно. Вы можете заработать деньги, продав облигации дороже, чем купили их. Иногда доходность облигаций не сильно отличается от процентов по банковским вкладам, но бывают и очень прибыльные облигации, но с большим риском. Например, облигации федерального займа ОФЗ могут иметь доходность, не отличающуюся от банковских депозитов. На момент записи ролика можно найти ОФЗ с доходностью 13 и более процентов. Существуют также корпоративные облигации, то есть облигации, выпущенные компанией, а не государством. У таких облигаций больше рисков, но и доходность также выше. Сейчас можно найти такие облигации с доходностью 15% и более. Облигации менее рискованны, чем акции, но есть риск, что компания, которая их выпустила, обанкротится. Важно помнить, что это правило относится к корпоративным облигациям. Облигации больших компаний, например, Газпрома, обычно надежнее, чем облигации компаний с маленькой капитализацией. Итак, преимущества облигаций.
Фиксированный доход, который вы можете спрогнозировать. Следующее – простота в управлении. И последнее – вы можете продать их в любое время, то есть надежные облигации, как правило, очень ликвидны. Недостатки облигаций. Первое. Есть риски, что компания обанкротится и вы не сможете вернуть даже свои вложенные деньги, не говоря уже о доходе. Это, как правило, не относится к ОФЗ и к корпоративным облигациям крупных компаний. Второе. Если вы продаете их раньше срока, то цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону. Третье. Для максимальной выгоды лучше держать облигации не менее 3 лет. Хотя облигации считаются стабильными, они не обеспечивают стопроцентную защиту от потери денег, и гарантии страхования вложений не распространяются на них. То есть даже облигации федерального займа падают в цене при сильном обвале мировых рынков. Следующий вариант инвестирования – недвижимость. Для того, чтобы получить дополнительный доход, можно купить как жилую, так и коммерческую недвижимость. В первом случае это частные дома и квартиры. Во втором это офисы, склады, магазины и так далее. Тут советуем посмотреть наш ролик о том, куда вложить деньги, чтобы заработать на недвижимости, где мы разбираем более 12 способов инвестирования именно в недвижимость. Итак, квартиру можно купить, чтобы потом перепродать дороже или сдавать в долгосрочную аренду. Порог входа достаточно высокий. Тут вам понадобится минимум 2 миллиона рублей для регионов и от 6-7 миллионов рублей в столице. Это на момент записи ролика. Если арендатору удастся найти быстро и сдавать жилье постоянно, то доходность составит от 4%. В долгосрочном периоде в рублях жилье всегда дорожает, что может обеспечить дополнительный доход. Однако стоит понимать, что в моменты кризиса недвижимость, как правило, дешевеет. Это если пересчитать ее цену в твердой валюте, например, в долларе или евро. Квартира в Москве за 8 миллионов рублей при $1 за 75 рублей – это совсем не то же самое, что та же квартира за 8 миллионов рублей, но при $1 равном 100 рублей. Вообще, многие эксперты считают, что определенное время стоимость недвижимости расти больше не будет. Аналитики указывают на такие причины, как высокая процентная ставка рефинансирования. То есть дорогая ипотека отталкивает потенциальных покупателей, из-за чего падает спрос на недвижимость и вследствие чего падает цена. Если, конечно, государство не будет продлевать льготную ипотеку. Хотя сейчас и по льготной ипотеке условия получения ужесточаются. Итак, преимущества инвестирования в недвижимость. Первое. Регулярный пассивный доход от сдачи жилья и коммерческой недвижимости на долгий срок. Второе. Вероятный ежегодный рост стоимости объекта. Минус инвестирования. Высокий порог входа. Риск приобрести неликвидную недвижимость, которую сложно сдать или продать. Падение стоимости жилья или коммерческой недвижимости во время кризиса. При покупке квартиры для сдачи в аренду нет гарантий, что арендаторы найдутся сразу, заключат договор на длительный срок и не съедут через пару месяцев. Причем забот со сдачей объекта жилой недвижимости достаточно много, а доходность, как уже говорили, составляет всего 3-4% в год, что является очень малой доходностью. Вариант пятый – драгметаллы. Рынок драгоценных металлов позволяет вложить деньги в серебро, золото, а с недавних пор в палладий и платину. Хотя последние два инструмента начинающие, да и опытные инвесторы используют реже. Мы не будем разбирать этот способ инвестирования, так как он очень консервативный и не всегда дает ту доходность, которую ожидает потенциальный инвестор. Для диверсификации инвестиционного портфеля, да, можно выбрать и этот способ вложения, а вот с целью заработка нет. Кстати, рекомендуем посмотреть ролик про инвестиции в драгметаллы. Как вложить деньги в золото, серебро и другие драгоценные металлы и заработать. Советуем посмотреть его. Итак, следующий вариант инвестирования – это криптовалюта. Основные риски, связанные с инвестированием в криптовалюту, заключаются в невозможности точно оценить ее настоящую стоимость. Тут нет отчетов, показателей компаний и других документов, подтверждающих справедливую стоимость криптовалюты. Цены на нее могут меняться очень быстро в обоих направлениях. Они могут как очень быстро расти, так и падать. Минимальная сумма для начала таких инвестиций – несколько тысяч рублей. Покупать криптовалюту можно через криптобиржи, электронные кошельки и платформы для сделок между покупателями и продавцами. Другими словами, P2P площадки. Биржи, через которых можно купить криптовалюту, мы приведем в описании к ролику. Потенциальная доходность может быть очень высокой, более 100% прибыли, и не за год, а всего за несколько дней. Но также существует значительный риск потери всех вложенных средств.
Этот риск связан не только с колебаниями курса, но и с возможностью кражи такого специфического финансового инструмента и путем неверной последовательности совершения операций. Например, купить криптовалюту на свой криптокошелек, который не поддерживает сеть, в которой он работает. Долю криптовалюты в общем портфеле желательно удерживать на уровне не выше 10-20%. Многие аналитики и эксперты ожидают сильного роста популярных криптовалют, такие как биткоин, эфириум, Ripple, Dogecoin и другие. Особенно это актуально во время сильной инфляции, так как биткоин становится защитным активом по аналогии с золотом во время снижения ставки рефинансирования Федрезервом США, то есть в случаях ослабевания доллара, во время халвинга биткоина и в других случаях. Причем многие криптовалюты считаются щиткоинами, то есть мусорными, от которых нет пользы, но есть интерес и спрос со стороны покупателей. Плюсы инвестирования в криптовалюты. Практически нет потолка доходности, все зависит от ваших возможностей и умения. Второе. Нет нужды ожидания окупаемости, как, например, в случае инвестирования в недвижимость. При покупке криптовалюты инвестор может хорошо заработать буквально за один день, но и также быстро все потерять. К минусам инвестирования относятся: первое, финансовый инструмент очень высокорисковый. И второе, для криптотрейдинга, как в принципе и другого любого трейдинга на финансовых рынках, нужно обучаться. Криптовалюта подвержена внешнему влиянию, стоимость ее может резко колебаться, а спрогнозировать это сложно. Буквально пару некоторых упоминаний в соцсетях может заставить криптовалюту вырасти или упасть на несколько десятков процентов. Итак, следующий вариант инвестирования – это бизнес. Вложить деньги можно в создание своего или чужого бизнеса. Важно найти такую сферу бизнеса, которая позволит получать стабильный ежемесячный доход. Сейчас также выгодно вкладывать деньги в онлайн-проекты, такие как блоги, сайты, аккаунты, паблики в соцсетях и так далее. В онлайн-бизнесе, как правило, нужно стартовый небольшой капитал, но иногда удается обойтись и без него. Например, если начинать с полного нуля. Согласитесь, завести свой телеграм-канал можно с нуля и зависит от ваших умений и компетенций. А вот по мере успешности проекта вкладываться в рекламу. Так рост проекта и количество подписчиков будет намного быстрее. Плюсы инвестирования в бизнес. Первое – это возможность начать при минимальных вложениях. Второе – годовая доходность почти не ограничена. И третье – в онлайн-проекты можно не вкладываться на старте. Свой бизнес – это вариант активного дохода, так как придется участвовать в нем непосредственно. А именно, нанимать сотрудников, закупать сырье или оборудование и так далее. Поэтому утверждение, что инвестировав в свой бизнес, можно получать полностью пассивный доход, в корне неверно. Кстати, подробно, что именно подразумевает под собой пассивный доход, мы рассказывали в отдельном ролике, где и приводили примеры пассивного дохода. Итак, минусы инвестирования в бизнес. Первое – отсутствие быстрого дохода. Как правило, для развития любого успешного проекта нужно время. И второе – бизнес на фоне огромной конкуренции может уйти в минус. Зависит от выбора ниши, которую выбрал начинающий предприниматель. Рисково вкладываться и в чужие бизнес-проекты, особенно если не управлять ими лично, или как минимум не вдаваться во все нюансы и особенности ведения бизнеса. Итак, последний вариант инвестирования – это краудлендинг. Краудлендинг – это высокорисковый инвестиционный инструмент с небольшим порогом входа. Прибыль здесь почти непредсказуема и зависит от того, насколько успешно работает бизнес, в который вложился инвестор. Этот метод напоминает кредитование, где инвесторы выступают кредитором, а компания – заемщиком, постепенно возвращает долг. Если кратко, то суть инвестиций заключается в том, что несколько людей объединяются на онлайн-платформе и вкладывают деньги в бизнес-проекты. Данный способ достаточно сильно разрекламирован, но мы не будем подробно разбирать этот способ вложения денег ввиду больших рисков потери всех денег, так как можно понести риски как со стороны самой краудлендинговой площадки, так и со стороны тех, кому через эту площадку даешь свои деньги. В таком варианте вложений нельзя исключать вероятность дефолта заемщика и потерю всех вложенных денег. Более подробно о том, что такое краудлендинг, как это работает и так далее, мы рассказывали в отдельном ролике. Советую посмотреть его. Какой способ вложения денег в этом году выберете вы? Пишите свои комментарии под видеороликом. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Всем пока!